Алиса, стоп! Я вас приветствую, дорогие зрители, программисты. Надеюсь, что программисты меня смотрят. Ну, а те, кто не программисты, я вас тоже приветствую. Мы встречаемся каждую пятницу в 6 часов по московскому времени. Меня зовут Егор, я программист, немного менеджер, немного инвестор, немного философ. Задавайте вопросы в текстовом режиме, касающиеся менеджмента, программирования, архитектуры, карьерного роста, философии, жизни. Все, что вас интересует и волнует, я буду пытаться отвечать и стараться вам быть полезным. Вопрос первый. Когда будет продолжение книги Code Ahead? Я буду вопросы читать сжато, для того, чтобы не тратить время на полный текст, хотя я для себя понимаю, о чем вопрос, поэтому отвечать буду на полный текст вопроса, но озвучивать буду стараться только его суть. Будет ли продолжение книги Code Ahead? Продолжение обязательно будет, однако у меня пока, мне кажется, недостаточно уверенности в том, что я смогу рассказать, как главный герой действительно смог, как вы пишете, навести порядок и преуспеть в большой корпорации. Я пока только понимаю, как он не смог навести порядок и как он не преуспел в большой корпорации. Но мне кажется, что об этом книга будет немного скучновато. Уже 5 лет прошло, даже, мне кажется, 6 лет прошло с момента публикации первого тома. Второй том обязательно будет, но материал пока не готов, так что ждите. Второй вопрос. Будущее Telegram Mini-App клонирует опыт WeChat. Действительно, в WeChat это очень популярная функция, мини-приложение. Я не знаю всего поля применения этой функции, но она в ресторанах используется активно. В Китае, когда приходишь в ресторан, то официанты к тебе не подходят. Такой функции, я думаю, что уже много лет не существует. Вместо этого на столе нарисован QR-код, сканируешь его в WeChat, это такой мессенджер китайский типа Телеграма, и открывается внутри WeChat, открывается микроприложение, на котором все меню, в котором все функции выбора, можно прочитать, выбрать, нажать на кнопку, собрать себе корзину определенную и нажать «Заказать». И все. И дальше проходит минут 10-15, и к тебе приносят все эти блюда, которые ты заказал. И уходят. И дальше ты в этом же приложении нажимаешь кнопку «Оплатить» и оплачиваешь. Вот так это работает в Китае. Очень удобно, но все эти приложения в каждом ресторане разные. И этот кавардак, который внутри WeChat происходит, он, конечно, крайне эстетически непривлекателен, по крайней мере для меня. Но Китай весь, он немного, мне кажется, не про эстетику, а про что-то другое. И там как улицы выглядят, так у них и WeChat выглядит, так у них и приложения выглядят. Это просто информационный мусор, сдобренный визуальным мусором. Разные цвета, разные шрифты, разные размеры, разные картинки, все разное. Видимо, им это нравится. Если то же самое сделают с Телеграмом, а, видимо, к этому и должны прийти мини-приложения, то мне, конечно, это не нравится. Мне кажется, куда более удобен формат чата. Есть единый чат, в нем есть текст, в этом тексте можно написать запрос, получить ответ. Если вам нужны картинки, то пускай в формате чата он эти картинки показывает, но превращать приложение в отдельную операционную систему, внутри которой каждый рисует, как он хочет, мне кажется, это такая... Ну, если с этим смирится команда Телеграма, которая, как мне кажется, за эстетику, в общем-то, то будет грустно. Дальше. Team Lead продолжает раздувать технологический зоопарк. Много технологий у вас в команде, мало разработчиков, много технологий. Хорошо это или плохо, я так пытаюсь ответить на ваш вопрос, который не прозвучал. Ну, используйте это в своих целях. Если такая ситуация, и вы видите много технологий, и тимлиду это почему-то выгодно, то, как я вам говорил много раз, не думайте, что начальство глупее вас. Значит, тимлид понимает, что он делает, и это ему по каким-то причинам выгодно. Даже если он идет в сторону провала, даже если он ведет команду к провалу. Ну, значит,
такая судьба у этой команды. Не пытайтесь быть самым умным на корабле, который плывет на скалы. У корабля есть капитан. Если он плывет на скалы, думайте, где искать шлюпку. Думайте, как вы будете выживать, когда вы к скалам приплывете. Но не пытайтесь в тот момент, когда вы плывете, не пытайтесь капитану рассказать, что он плохой капитан. Вы будете виноваты в том, что мы приплыли на скалы. Дальше. Расскажите о процессе публикации книги. Это не так сложно, как вам кажется. По крайней мере, так как я это делаю. А я это делаю на платформе Kindle Direct Publishing, компании Amazon.com. Регистрируйтесь на этой платформе, оформляете свою книгу в PDF-формате, отправляете на эту платформу, нажимаете 3 кнопки, и ваша книга появляется в продаже на площадке Amazon. Единственное, что определенную сложность будет представлять, это как вам будут деньги присылать. Вам нужен будет счет, какой-то налоговый номер, смотря какой страны вы резидент. Это может несколько осложнить ситуацию. Но в остальном все просто. Если вы хотите публиковаться в России, то вы находите издателя. Мне кажется, это более эффективный путь, чем Amazon, потому что кажется мне, что, может быть, я ошибаюсь, но в России я как будто бы такой площадки с таким же качеством сервиса, как Amazon, не нашел. Может быть, они существуют, поправьте меня. Можете ее использовать, а можете просто пойти к издателю российскому, прислать ему свою книгу в PDF-формате, он ее либо одобрит, либо нет. Если не одобрит, то он вам скажет почему. Поправьте эту книгу, пойдите опять к нему или к другому издателю, их не так уж мало, и в итоге вашу книгу издадут. Если у вас уже есть написанная книга. Как ее написать, это вопрос отдельный. Можем это обсудить отдельно. Но сама публикация сейчас, она очень несложная. Это не так, как было, когда Чарльз Буковский свою книгу публиковал, ее никто не принимал, и он пил, и опять отправлял, и опять не принимали. Сейчас, мне кажется, принимают все, публикуют все подряд, и с этим проблем нет. Вопрос, кто читать будет, с этим главная проблема. Как ее потом рекламировать, как ее донести до читателя, с этим я не знаю, как помочь. Как вы считаете, можно ли, только изучив Vanilla JavaScript, устроиться на работу, не зная фреймворков? Думаю, что будет сложно. Я думаю, что особенно для фронтендеров фреймворки важны. Вас будут спрашивать об этом на собеседовании. И если вы будете говорить, что вы на чистом JavaScript программируете и знаете алгоритмы, будет сложно. Потому что делают фронтендеры в основном? Это, мне кажется, работа еще хуже, чем у бэкендеров. Это люди, которые склеивают постоянно визуальные блоки вместе для того, чтобы они что-то изображали. Но как такового программирования и создания архитектуры в их работе не так уж много. Там нет поля для... Точнее, они могли бы, фронтендеры, делать архитектуру, но им уже фреймворки продиктовали все. Им уже сказали, какая будет архитектура, и выходить за ее рамки тяжеловато, это грозит проблемами. То есть вы будете такими ассемблерами, собирателями квадратиков воедино. Так что нужны фреймворки. Я бы даже сказал, что больше нужны фреймворки, их знания, их опыт, чем алгоритмы. Дальше. Спрашивают меня, считаю ли я, что IT-компании обязаны индексировать зарплаты минимум на уровень инфляции и после повышения НДФЛ. Как, например, происходит с пенсиями и зарплатами у госслужащих. Не знаю, я не думаю, что компании должны что-то индексировать. Я считаю, что это какое-то унижение по отношению к сотрудникам, когда их зарплаты индексируются, это какое-то рабство. Вас держат, и прошел год, и вам просто прибавили 5%. Хорошо ты работал, плохо работал, вот твои 5%. Как будто бы это... меня это унижает, если так происходит, если просто всем проиндексировали зарплаты. Есть же люди, кто хорошо работал, им нужно проиндексировать в 10 раз или в 5 раз, а есть тех, которых нужно сократить, в 0,5 проиндексировать. Вот эта автоматическая индексация, она больше помогает менеджменту удержать людей на своих местах, чем реально помогает проекту двигаться вперед энергичнее.
просто всех успокаивает эта индексация. Это такая таблетка, которую выдают всем по больнице, и у всех примерно уровень агрессии снижается немного. В сумасшедшем доме так делают. Вот так и с нами. Выдали всем таблетку, у нас у всех агрессия снизилась, и мы дальше драться с начальством не хотим, и продолжаем спокойно работать. Ну, нам же зарплаты повысили, год прошел, ну, вам повышают зарплаты? Повышают. Всем, все довольны. Я против такой уравниловки, в принципе. Есть ли будущее у мессенджера Макс? Ну, если коротко ответить, то да. Если подробнее, то оно немного странное, но оно будет, конечно. Вот я брал в аренду самокат 2 дня назад, яндексовский, и мне приложение Яндекс сказало: не дадим тебе самокат, ты должен авторизоваться через mos.ru, через московский сайт, где нужно ввести свои паспортные данные и в итоге получить самокат. Ну, и пришлось мне регистрироваться, и теперь Яндекс точно знает, на каком самокате кто едет. И если я, условно, не дай бог, кого-нибудь собью, то они будут знать, хорошо это или плохо. Как будто бы это хорошо для в целом общества. Хорошо ли это для конкретного самокатчика? Наверное, плохо, потому что раздражает и мешает жить. И я не хочу, чтобы никто знал, кто я и на каком я самокате. Но также и с этим Максом. Они планируют туда подключить госуслуги, планируют подключить банки, планируют подключить идентификацию абонента. Я буду точно знать, кто со мной разговаривает. Или, по крайней мере, буду знать, что на том конце находится человек, который имеет аккаунт на госуслугах. То есть это физлицо, а значит, у него только один аккаунт в Максе. У него не может быть 2 аккаунта у одного персонажа. Хорошо это в целом для экосистемы? Ну, здорово, наверное, да, мы будем общаться. Хорошо ли это для мошенников, для дейтинга, где можно 15 аккаунтов сделать и с одной девушкой с 15 аккаунтов общаться? Плохо, да, неудобно, такое больше будет невозможно. Что-то останется в Телеграме, вот такой функционал, где хочется скрываться. А, видимо, в Макс перейдет вся белая переписка, все белое общение. Вы будете общаться с магазинами через Макс, с банками, с риэлторами, с сотрудниками, компании перейдут на этот Макс, в котором будет все под контролем. Хорош ли цифровой контроль? Нужно ли обществу это в целом? Я выступаю за контроль. Я считаю, что мошенники, они должны быть в черной зоне или в серой зоне, а обычные люди должны быть в белой. Не нужно их смешивать. Когда вам нужно будет продавать кокаин, вы найдете себе способ пообщаться с его поставщиком. Не нужно это делать в Телеграме или в Максе. Найдите себе другие каналы, их много, они существуют, всякие грязные, черные, темные стороны интернета. Но основная часть интернета, она должна быть под полным контролем, прозрачная, мы должны знать, кто с кем разговаривает, все должно быть по ID, по паспортам. Если ты не хочешь нарушать закон, не нарушай. Если ты его решил нарушать, переходи в серую зону и там действуй. Дальше. Спрашивают, как я запоминаю большие объемы информации. Я не запоминаю большие объемы информации. У меня плохо с памятью. Я когда читаю книги, я делаю пометки на полях. Я подчеркиваю нужные фразы, иногда их даже публикую куда-нибудь в Твиттере и забываю тут же. У меня остается после прочтения книги ощущение некое общее. Какую мысль главную я вынес или несколько мыслей. Как конкретно сформулировали эти мысли авторы, я не помню, и мне кажется, это запоминание ни к чему толком не ведет. Как сказал Фазиль Искандер, знание некоторых принципов, компенсирует незнание многих фактов. Если вы знаете суть, если вы понимаете, по каким принципам что устроено, то знать факты и детали вам не нужно. Вы их выведете из принципов самостоятельно. Дальше. Как вы развиваете в себе дисциплину? Делать вещи, которые не хочется, но необходимо. Я стараюсь не делать вещи, которые не хочется. Я не верю особо в дисциплину, самодисциплину. Я думаю, что заставлять себя – это путь в никуда и в снижение продуктивности на выходе. Вот сегодня, например, такой странный день, я пытался с утра поработать, и у меня не получилось. Не было совершенно интереса, я открывал компьютер несколько раз, у меня вполне есть объем задач, которые нужно сделать, и мне просто поиска работы опубликовано. Сейчас, секунду.
Алло. Сори, вы меня потеряли, да, я так понимаю, на какой-то момент? Я вернулся. Так, я вернулся и продолжаем. Я не помню, на каком вопросе вы меня потеряли. Давайте начнем дальше. Так, может ли метрика Code Coverage на проектах служить критерием при выборе работы? Устроился 2 недели назад в компанию с покрытием 90%, пока все нравятся. Коллеги приятные, умные люди. Думаю, что может. Вы вот, Артем, нам как раз пример такого правильного выбора и подаете. Действительно, Code Coverage — это важная метрика, хотя к ней много претензий у разных авторов разных книг, которые считают, что эта метрика не должна быть определяющей, на нее не надо обращать внимание. Точнее, нужно обращать внимание, но не нужно стремиться к высоким показателям. Я считаю, что и обращать внимание нужно, и стремиться нужно. Если у вас высокий coverage, то вы делаете правильную разработку. Что я думаю, следующий вопрос, что вы думаете о будущем архитектуры программного обеспечения в эпоху искусственного интеллекта? Я думаю, что архитектурой будет заниматься человек очень долго и, может быть, даже всегда. Я не уверен, что искусственный интеллект, по крайней мере, пока сможет принимать правильные решения в области архитектуры. Хотя, наверное, просто я ретроград и не вижу перспективы правильно. Наверное, сможет принимать решения искусственный интеллект, наверное. Но вы понимаете, этот интеллект, он же все равно принимает решения на основании материала, собранного людьми. Ему все равно нужно было прочитать всю ту литературу, которую прочитали мы, архитекторы, для того, чтобы суметь принимать правильные решения. Но кто-то же эту литературу написал, мы же должны будем ее писать в будущем дальше. Мы должны будем учиться по этой литературе, мы должны будем делать слайды для студентов, студенты должны будут делать курсовые работы. Все это будет материалом для искусственного интеллекта. Он же по-прежнему не является интеллектом. Искусственный интеллект – это машина по подбору правильных вариантов. Вот представьте, возьмите ChatGPT. Любой искусственный интеллект. И дайте ему список из названий городов. И попросите отсортировать этот список по алфавиту. Он даст вам отсортированный список. Но он не запустит никакой алгоритм сортировки. Он не понимает, что такое сортировка как таковая. Он не переставляет их для того, чтобы вывести вам список в итоге. Он просто подбирает из всех возможных комбинаций этих токенов, которые вы ему дали, ту комбинацию, которая его устраивает больше всего. Поскольку он такой многомерный, поскольку у него миллиарды параметров, нам кажется, что работает интеллект. Нам кажется, что он делает вполне себе интеллектуальный выбор, расставляя их в правильном порядке. Но он не сортирует их. Он дает то, что ему... Он дает тот список, в котором отклонений от его нормы меньше всего. Он думает для себя, что есть некая норма, точнее его миллиарды параметров все вместе собранные, дают ему некую информацию о том, что такое норма. И в эту норму не укладывается список, в котором 2 элемента стоят не в правильном порядке. И он пытается, соответственно, подобрать другой вариант, поставив их в правильном порядке. То же самое он делает с программным кодом. Вы даете ему блок кода на Java, и он вам выдает новый блок кода или рекомендации, или новый юнит-тест, пишет под него. Он все это делает, чтобы то, что он выдавал вам на выходе, отличалось от некой нормы минимально. Попробуйте ему дать большой блок текста на английском. Я когда книги пишу, или статьи, я именно так и действую. Я даю Claude-коду файл в латехе, например, и прошу его в этом файле убрать опечатки, грамматические ошибки, неправильные формулировки. Он проходит по файлу и что-то корректирует где-то. Потом я говорю ему, пройдись по этому файлу еще раз и сделай снова то же самое. Он проходится и опять находит ошибки. Причем во втором проходе он вполне себе находит ошибки, которые мог бы найти в первом. Вопрос возникает. Почему он не нашел в первом? Потому что в первом те ошибки, которые он нашел, выпирали из нормы так сильно, что остальные ошибки были по сравнению с этим ненормальным состоянием незначительными. То
То есть он как рубанком проходится по дереву, срезая сначала те сучки, которые отстают от поверхности максимально. Второй раз, проходясь рубанком, вы уже будете срезать мелкие сучки и так далее. И так его можно прогонять по тексту один за другим, раз за разом. И он будет каждый раз находить какие-то неточности, которые будут становиться все более и более мелкими. Отвечая на ваш вопрос с архитектурой, сможет ли он архитектуру строить? Сможет, но для этого ему нужно знать, что такое норма. Он не думает, он не строит абстрактную модель у себя в голове и не разбирается в том, что же должно быть в архитектуре. Он просто пытается вам подсунуть то, что близко к норме, но норма ему нужна. Пока я вижу это так, и вроде бы нет пока предпосылок к созданию вот именно думающего интеллекта. Может быть, что-нибудь придумают скоро, тогда обсудим заново. Как я вижу, спрашивают меня, как я вижу развитие IT за следующие 2 года и какие языки будут востребованы? Не знаю, я думаю, те же языки будут востребованы, все будет то же самое. 2 года не такой большой срок для IT. Вы спрашиваете про языки программирования. Для AI это большой срок. За 2 года мы можем увидеть что-то совершенно новое. Но для Go будет на том же месте, где он есть. Так, спрашивают, Java или C-Sharp? Ну, конечно, Java, потому что не Microsoft. Я много раз говорил о том, что я против Microsoft технологий, считаю, что эта компания вредная в целом, и я бы держался от них подальше, вот целиком от Microsoft. От Windows, от Microsoft Office, от Microsoft, как он там называется, SharePoint, от C-Sharp. Мне кажется, все в целом, что они делают, это какая-то большая ошибка цивилизации. Так, пишут мне, что человек изучил Java, Spring, живет в небольшом городе и хочет получить удаленную работу Java-разработчиком. Стоящее ли это решение? Да, стоящее решение, получайте удаленную работу. Что насчет предметно-ориентированного программирования? Я не знаю, что такое предметно-ориентированное. Subject-oriented programming? Это что-то такое размытое, расплывчатое и малопонятное. Не знаю. Так, по поводу промпта вы спрашиваете, есть ли он у меня. Да, он есть в моем GitHub репозитории. Просто идете github.com, дальше мое имя, дальше промпт, и там вы увидите весь мой промпт. Так, пишет мне человек по имени Ник. Он пишет проект для железа на C++ и обнаружил, что 99% проектов на GitHub это полный бардак. Ни тестов, ни структуры. Нет ли у вас обучающих видео по этой теме? У меня какие-то видео есть. У меня даже есть курс по тому, как работать в open source. Как вести свои проекты. 8 лекций я читал для университета Иннополис в прошлом году, по-моему. Посмотрите на этом YouTube-канале этот курс. Но помимо этого у нас есть конкурс для open source проектов. Называется KaiCode. Мы как раз закончили его очередной раунд буквально пару дней назад и выбрали победителей. Суть проекта в том, чтобы помочь разработчикам open-source софта увидеть разницу между тем, что они пишут, и тем, что пишут лучшие программисты в области open source. Причем с фокусом именно на качество разработки. Не на популярность проекта, не на размер проекта, не на его сложность и сложность той проблемы, которую он решает. А именно на организацию кода, организацию репозитория. Pull-реквесты, issues, тесты, coverage control. Много критериев. Уже 10 лет подряд мы проводим этот конкурс. В этом году, кстати, победил проект, в котором один из лидеров разработки из Москвы. Это последние годы так не было, обычно побеждали иностранцы. В этом году получилось вот так. Посмотрите на этом конкурсе проекты, которые победили, и вы увидите, как они ведут свой репозиторий. Копируйте их лучшие практики. Так, звал ли меня кто-то еще на подкасты по программированию? Меня иногда зовут на подкасты по программированию, но я в последнее время, каждый второй я отказываюсь, потому что то ли мне не нравится их формат, то ли мне не нравится их стратегия, формат. Вот что-то мне
В общем, периодически мне что-то не нравится, но если меня звать чаще, я буду чаще приходить. Я с удовольствием, если это по программированию, я с удовольствием расскажу. Дальше. Выращивать лида внутри компании или приглашать по объявлению? Ну, вопрос такой непростой. Я думаю, что зависит от того, что у вас за компания и чего вы хотите. Если вы компания, которая нацелена на результат, и вам хочется, чтобы все работало и все было хорошо, то, наверное, я бы, наверное, выращивал бы изнутри. Кажется мне, что люди, которые внутри, они больше будут заинтересованы, что ли, в итоге. Эти варяги, которые приходят со стороны, это больше для корпораций стратегия, где не так важно, какой будет результат, и никого толком не интересует, какие там разработки вы ведете, на каких технологиях. Это все вторично. А больше важна лояльность, управленческие навыки, способность играть в команде, способность слушать начальника и слышать, что ему нужно. И, конечно, такие люди, они под каждую ситуацию внутри корпорации подходят разные люди. Вы растете, размер, допустим, департамента растет, вам вот эти кодеры, которые умеют проектом управлять и которые умеют continuous integration настраивать и понимают, где что нужно контролировать, они вам не нужны, потому что вам нужны просто попки, обезьянки, но сидящие в красивых костюмах на управленческих позициях и в нужный момент нужные кнопки нажимающие в плане принятия нужных решений. Туда нельзя посадить программера, который вырос из программистов и несколько лет потратил на то, что руками своими этот склеивал софт. Вы его посадите на позицию лида. И, он же не бюрократ, он не функциональщик, он не хочет кивать, когда ему говорят ерунду полную. Он будет спорить на митингах, он будет мешать верхнему начальству. В общем, он не будет воевать за добро, он будет воевать за все плохое против всего хорошего. Думаю, так. Так, про замену программистов интеллектом мы уже миллион раз говорили. Мне кажется, эта тема уже себя исчерпала. Правильно сформулированный вопрос чаще всего не нуждается в ответе. Согласны ли вы с этим? Конечно, согласен, да. Также и с искусственным интеллектом. Пока пишешь ему вопрос, уже понимаешь. А когда ты формулируешь вопрос на Stack Overflow, тогда ты очень часто не доходишь до нажатия кнопки Submit. Ты понимаешь, что ты сам на него уже ответил, пока формулировал. Какие книги посоветуете по архитектуре или систем-дизайну джависту? У меня есть на блоге страничка, наберите слово books, и там рекомендации. Работаю в госсекторе, следующий вопрос, но хочу уйти, однако нет возможности уволиться из-за контракта. Что посоветуете? Госсектор, мне кажется, самое правильное место для нахождения творческому человеку. Вас не напрягают, вас не заставляют, вас не мучают, вас не заставляют делать вещи, которые вам совсем не нравятся. С вами очень бережно обходятся. И при этом вам платят, при этом вас защищают социально, вас, как мне кажется, не увольняют одним днем. У вас всевозможные страховки и защиты. Держитесь этого места. Просто делайте в этот момент что-то, что кажется вам полезным для мирового сообщества. Когда-нибудь придет момент, когда вы увидите, куда вам уходить. У вас тогда не будет такого вопроса. Вы сейчас пишете, нет возможности уволиться, что посоветуете. Куда вам увольняться? У вас есть уже точка, куда переходить? Вас позвали туда? Вас там очень хотят, без вас там не могут? Скорее всего, нет. Вы просто хотите уволиться и пойти на рынок, искать себе какое-то новое место. Не нужно этого делать. Развивайтесь в той компании, в которой вы находитесь. И когда вас позовут куда-нибудь на 2х, вот тогда, или на 3х, туда вы уже будете переходить. Но у вас вопрос тогда ко мне не будет звучать. Так, спрашивают, правда ли, что рабочий день программиста длится 3-5 часов?
Вы знаете, у многих программистов рабочая неделя длится 3-5 часов. А я думаю, у большинства программистов рабочий месяц длится 3-5 часов. Большинство программистов просто не работают. Ну, просто совсем. Они делают что угодно другое, но не программируют. Мы же обсуждали это как-то в телеграм-канале у меня. Была новость, даже исследование, показывающее, что средний программист пишет 3 коммита в месяц он делает, что-то в этом духе, и, может быть, 100 строчек кода. Это говорит о том, что мало программисты работают. Это общая беда по индустрии. Мы не можем заставить программистов работать быстрее. Кто в этом виноват, сложно сказать. Я думаю, целый комплекс факторов. Это и дефицит программистов на рынке, это и устоявшаяся такая традиция или устоявшееся поверье, что программист — это творческая работа, и поэтому его нельзя заставлять, поэтому его нельзя измерять, его нельзя напрягать, его нельзя как рабочего на стройке контролировать по выработке в конце дня, в конце недели. Это человек совершенно другого. И так и было 40 лет назад или 30 лет назад, когда программисты действительно изобретали. Они действительно тогда не знали, что нужно делать. Они действительно, многие алгоритмы просто не были придуманы еще. Но сейчас это совсем не так. Сейчас подавляющее большинство программистов — это просто ремесленники, просто инженеры, которые склеивают одно с другим. Что уже давно было склеено, что уже давно сделано, уже давно это все доказано, что это работает. Они просто прочитали в мануалах, как склеивать, и склеивают, и оно запускается. Но да, мы верим, что им нужно еще долго до этого готовиться, потом долго им нужно тимбилдингом заниматься после того, как они склеют один JavaScript фреймворк с другим. И долго отдыхать, у них должны быть огромные отпуска и так далее. Я одно и то же говорю, что программисты бездельники. Многим это не нравится, но я продолжаю стоять на своем, поскольку вижу программистов и вижу, как они работают, и сколько от них выхлопа. Я вижу, что они сидят за компьютерами. Да, я понимаю, что человек сидит за компьютером, я вижу, он в 9 утра сел, и в 5 часов он встал. И как будто бы у него 8-часовой рабочий или 7-часовой рабочий день. Но на выходе, в конце недели, от него приходит 40 строчек кода. Что он там делал все это время? Он же не совсем тупой, он же не то, что он сочинял эти 40 строчек, причем они совершенно тривиальные, эти строчки. Нет, он что-то делал другое, он что-то читал, его просто ничего на него не давит. Его ничто не подталкивает вперед. Он может работать, может не работать, может написать, может не написать. Ему никто не предъявит в конце. Большинству программистов. Есть, конечно, которые находятся под давлением, но это небольшая часть. Как вы видите работу менеджера, руководителя среднего звена через 15 лет? В идеале, в моем понимании, такого человека должно быть не должно быть совсем, как менеджер или руководитель среднего звена. Вместо него должны быть даже не компьютеры, а правила. Правила, по которым все работает. Как вы у меня спросите, как я вижу... Допустим, 30 лет назад вы бы у меня спросили, как я вижу будущее, или как вы говорите, как я вижу работу регулировщика дорожного движения через 15 лет. Были же регулировщики, если вы вернетесь на, может быть, не 20, не 30, а 50 лет назад, на многих перекрестках стояли регулировщики, а может быть даже и на каждом, которые регулировали движение дорожное. Но потом появились светофоры, появились правила дорожного движения, которые основаны на работе светофоров. На красный мы стоим, на зеленый мы едем. Нам не нужен человек для этого. То же самое в идеале хотелось бы получить от менеджмента. Зачем нам менеджер среднего звена, если есть правила, по которым мы программируем, по которым мы управляемся, по которым наша команда живет? Я знаю эти правила, их выполняю, и у меня успех на работе. Дальше читаем. Какой язык лучше изучать для освоения функциональной парадигмы? Думаю, что Haskell. Для функционального программирования Haskell. Как реагировать, если новый менеджер дает противоречивые указания? Сегодня одно, завтра другое, постоянно забывает о договоренностях, не хочет вникать в нюансы работы. Радоваться нужно, что у вас такой менеджер. Это значит, что он, либо он дурак, это редко.
Может быть, он просто тупой, и он действительно забывает, он действительно не понимает, что говорить, и каждый раз, когда вы у него спрашиваете, он придумывает что-то новое, не имея никакой концепции в голове. Ну, скорее всего, это не так, потому что он стал менеджером как-то, и значит, его кто-то утвердил на эту позицию, значит, он все-таки не дурак. Второй вариант – это он просто устраивает, так сказать, мутную воду в коллективе и в веренном ему подразделении для того, чтобы больше на вас переложить ответственности, меньше иметь ответственности на себе и таким образом иметь возможность карьерного роста. Чем меньше менеджер принимает на себя ответственности, чем за меньшее он отвечает, чем в меньшем количестве случаев он утвердительно о чем-то говорит, тем это более профессиональный в современных корпорациях, более профессиональный, более грамотный менеджер. В идеале менеджер вообще должен ничего не знать, ничего не понимать, ни в чем не быть уверенным. У него всегда на все должен быть ответ, что все очень важно, работы очень важны, приоритетов никаких расставлять мы не будем. Каждый сотрудник – это супер важный для нашего коллектива человек. Все работают прекрасно, все трудятся. То есть у него должны быть такие обтекаемые, общие фразы, создающие абсолютный туман в коллективе и дающий ему возможность маневрировать. Он всегда может к вам прийти и сказать, что это вы виноваты. Потому что вы неправильно поняли, вы не выполнили то, что он сказал. А то, что он вам сказал, и выполнять и это, ну так он же вам и это сказал. У меня был недавно такой случай, конкретно у меня, с одним из начальников. Я к нему пришел и спросил, какой проект, у нас есть 2 проекта, конфликтующих между собой по приоритизации. Я спросил, какой из них важнее. Он просто не ответил мне, он просто проигнорировал вопрос. Я задал этот вопрос 2-й раз, он опять его снова проигнорировал. И тут я понял, что я дурак в этом случае. Если мне уже 1 раз не ответили, то понятно же, что он имеет в виду. И я еще и дурак в том, что я вообще пришел с этим вопросом. Ну как можно приходить к менеджеру с вопросом, который требует однозначного ответа, либо А, либо Б? Ну как он поставит приоритеты? У нас все очень важно. Понимаете это? Понимаете, что с кем вы имеете дело? Ну, если вы не хотите, может быть, вы не хотите с таким менеджером работать, но тогда вам нужно куда-то на Луну, в какую-то другую цивилизацию. Потому что сейчас то, что мы имеем в основном в менеджменте, это все из таких менеджеров. И когда вы станете менеджером, вы тоже вынуждены будете таким быть. Иначе вас долго не будут терпеть, иначе вы долго не протянете. Если вы будете менеджером, который имеет свою позицию, имеет свое мнение и его отстаивает. Часто ли я ошибаюсь, меня спрашивают, с выбором правильной абстракции для своих объектов, когда через время понимаешь, что не то? Ну, бывает частенько, но это со временем уходит. Со временем выбираешь все точнее и точнее с первого раза. Хотя, да, я помню, что когда-то это была проблема выбора большого количества абстракций на старте дизайна проекта. И потом с этими абстракциями нужно жить, и ты через время понимаешь, что ты выбрал неправильно, и тебе нужно перестроить, и приходится чуть ли не выбрасывать большую часть кода и заново рисовать. Ну, опыт может вам помочь в этом вопросе. Тут я часто советую подходить к этим абстракциям как к построению нового мира, как будто новой цивилизации, как во «Властелине колец». Выдумано все, и города, и названия живых существ, и правила жизни этих живых существ. Все выдумал автор. Вы должны быть таким же создателем нового мира. В вашем репозитории, в вашем проекте должны жить сущности, которых вы придумали. Будьте креативны, не создавайте 128-й контроллер, 128-й класс юзер. Назовите его не юзер, а human. Назовите его person. Назовите вашего юзера, я не знаю как, man. То есть будьте креативнее, чтобы у вас от проекта к проекту менялся ваш мир внутри. И каждый раз, открывая новый проект, вы должны попадать в новый дивный мир этих дивных существ, между которыми существуют связи. Так, мне говорят, у меня микрофон клипует. Но я уже попробовал в этот раз сделать немного пониже, чтобы он не клиповал. Мне рисочка показывает, что не клипует. Ну, давайте немножко тише сделаю.
Ну, надеюсь, меня слышно, хоть и клипует. Так, какие-то вопросы будем пропускать. Со звуком захлебывается. Так, дальше. Какой язык лучше поизучать? Это мы уже прошли. Как мне Иннополис? Я выступал там на конференции. Весной на конференции, пишет автор вопроса. И мне так понравился городок, что недавно снова поехал туда в отпуск на неделю. Остался доволен. Да, городок прекрасный. Городок очень. Там хочется там жить. Немного там может быть скучновато, если долго там жить. Такое вот вроде бы есть момент, и те, кто там живет, тоже об этом говорят, что если постоянно только в Иннополисе сидеть и не выезжать в Казань, то будет немного скучновато. Но построили они классный город, ничем, как мне кажется, не хуже аналогичных проектов в Европе, в Америке. Другое дело, что санкции немного помешали такому развитию этого тренда, потому что иностранные профессора, многие уехали оттуда, и немного Иннополис из-за этого потерял мощь свою. Но думаю, что все это вернется. Мне нравится, и кажется, что они, допустим, в сравнении с Вышкой, которую я тоже преподаю, в Иннополисе куда более близкая модель преподавания и организации преподавания к европейским и американским стандартам, чем у Вышки. У Вышки какой-то допотопные ГОСТовские документы часто, которые совершенно далеки от индустрии, далеки от реальности. Все на русском языке, например. Документацию нужно писать на русском для проекта. Человек выполняет проект программный, и он должен на русском языке рассказывать о том, как у него на Java работает код. Ну, такая вот дичь такая в Вышке вполне себе присутствует, и это нормально. В Иннополисе все на английском. Так, дальше автор мне пишет, автор вопроса. Вы топите за левую идею, но как, на ваш взгляд, это реализовать? Ведь человек корыстен. Или что с человеком... Так, дальше автор мне пишет, автор вопроса. Вы топите за левую идею, но как, на ваш взгляд, это реализовать? Ведь человек корыстен. Или что с человечеством должно случиться, чтобы идея труда и развития стояла на первом месте в сознании? Так, с видео у нас не получилось. Мы пытаемся запустить еще раз. Даже сложно. Раз. 1, 2. Как сейчас? Слышно меня? Раз, два, три. Раз. Видно, слышно, да? Хорошо. Так, сори, да. Вот такая вот история, понимаете? Этот современный Mac, он вот так работает. То OBS зависает, то камера зависает. Не хочется лишний раз ругать фирму Apple, но она явно мышей не ловит последние годы. Так, давайте к тому же вопросу, где мы остановились. Да, прочитаю еще раз вопрос. Вы топите за левую идею, но как, на ваш взгляд, это реализовать? Ведь человек корыстен. Или что с человечеством должно случиться, чтобы идея труда и развития стала на первом месте в сознании? Я думаю, что человек, он такой, как его воспитает общество. Он может быть корыстен, а может быть и бескорыстен. Это все зависит от того, как мы его, этого человека, сориентируем на старте. И, конечно, если общество все организовано по принципам, у кого больше денег, тот и молодец, и неважно, каким образом эти деньги он достал, и когда ценность и власть человека определяется количеством денег у него, то, конечно, каждый стремится к большему количеству денег, потому что это обеспечивает ему, этому человеку, превосходство над другими. А мы так или иначе хотим быть лучше других. Мы
созданы как живые существа так, чтобы быть не худшими, а быть лучшими, так или иначе. Ну или, по крайней мере, не худшими. Поэтому, конечно, корысть наш главный путеводный сигнал. Но давайте построим другое общество, в котором будут другие знаки отличия, другие признаки хорошести, признаки важности человека для других. И посмотрим, и как это общество будет жить. Вопрос в оценке. Это как в компании, в своей группе, в своем коллективе программистов. Если вы программистам будете давать ориентиры правильные, как вам кажутся, то они по этим ориентирам в итоге и будут работать. Если вы им скажете: ребята, нам нужно, чтобы у нас был красивый код, например, чтобы наши строчки кода, которые мы пишем, они отличались красотой, элегантностью, эстетикой и так далее. И будете на это давить, и будете отмечать людей, которые пишут именно такой код. В конце недели, в конце месяца. Вы увидите, что через полгода люди начнут стараться так писать, потому что в конце каждой недели вы отмечаете именно тех, кто пишет красивый код. А тех, кто просто пишет код, который, допустим, работает качественно, вы отмечаете меньше. Сначала они будут возмущаться и говорить: слушай, он красиво пишет, но мой-то код, он в продакшене, мой-то код работает, на него клиенты приходят и пользуются им, а этот просто красиво пишет. А вы будете говорить: услышал тебя, но мне это не важно, мне важно красиво. Кто-то уволится из вашей команды, услышав такое через время, а кто-то, наоборот, переориентируется, начнет писать тоже красиво. И через полгода-год у вас получится общество, живущее по другим принципам. Не по тем, с которых оно начинало, а по другим. То же самое можно сделать и в рамках страны, и города, и страны, и корпорации в целом. Сверху все определяется, с начальства, по вертикали. Как решит верхний уровень, так мы и будем жить. Если верхний уровень у нас капиталистический, если буржуи нами правят, если рабовладельцы сидят над нами, и им нужно, чтобы рабовладельческий строй в его модифицированной форме процветал, то вот они нам и задают формат, по которому алчность и стяжательство являются главными инструментами достижения счастья и благополучия. Так, еще раз спрашивают: как вы развиваете в себе дисциплину делать вещи, которые не хочется, но необходимо? Да, я рассказывал, видимо, вы меня пропустили. Я предлагаю не делать вещи, которые не хочется делать. Я предлагаю делать только то, что хочется. Я привел в пример свой сегодняшний день. Я сегодня с утра проснулся, вроде бы как будто бы хотелось работать, я сделал какие-то пару вещей, открыл компьютер и закрыл его через час. Потом попытался опять. Не было интереса, мотивации, я как будто бы устал именно сегодня. Я открыл его еще через время опять. И потом я закрыл и решил: все, хватит, я сегодня не буду ничего делать. Я смотрел кино, поспал днем. То есть абсолютно устроил себе вот в пятницу, в рабочий день, как будто бы устроил себе выходной. Ну, значит, завтра у меня будет мотивация, и завтра я буду работать. Я не рекомендую себя насиловать и делать то, что вам не нужно, даже если это важно. Сделайте сначала, чтобы то, что важно, было для вас интересно. Я привел в пример Тома Сойера из известной книги, когда он забор красил. Неинтересная задача — красить забор. Рутинная, скучная, но тем не менее он превратил эту процедуру в целый спектакль, в котором было интересно участвовать и ему, и всем его друзьям. Точно так же из любой скучной, из любой неинтересной работы попытайтесь сделать то, что сделал Том Сойер. Так, дальше. На работе не объясняют бизнес-логику. Она большая, но вся императивно размазана по коду. Плюс понятно, что условиями описаны не все возможные случаи. Как быть? Уже работаю год. Ну, никак не быть. Значит, так должно быть. Еще раз говорю, начальство знает, как жить. Не учите его жить. Значит, так размазано. Вы хотите, чтобы не было размазано? Сделайте свою компанию, и там не будет размазано. Но я вас уверяю, что там тоже будет размазано. Делайте так, чтобы было не размазано в рамках вашего блока, вашего модуля. Делайте свой
подмодуль, а лучше сделайте его open source и в нем сделайте все не размазано. И вы увидите, что у вас это не получится. Вы тоже сделаете плохо, скорее всего. А если сделаете хорошо, то станете популярными на open source пространстве и заработаете свои личные деньги. Не критикуйте чужую работу, особенно если это работа коллектива. Понимаете, что это следствие целого ряда факторов, большого ряда факторов. Это целая комбинация жизненных условий, которые так сложились, чтобы получился такой код. И вы приходите и говорите, а почему так размазано? Это как прийти и сказать, а почему зебра полосатая? Как-то нелогично. Белая, черная полоска, белая, черная. Должна быть черная. Нет, должна быть белая. Ну, сами посмотрите, какой-то дизайн странный, да, у зебры. Давайте возмутимся на этот счет. Или, допустим, идет дождь в Москве. Он же должен поливать землю, чтобы там росли. А тут асфальт. Зачем он идет? Вот на Арбате, например. Зачем идет дождь? Это же бессмыслица, да? Он должен идти в полях, он должен идти в лесах. Зачем он идет? Давайте возмутимся на этот счет. И попытаемся как-то свое возмущение вот выразить и сказать, вот как вы. Я вот целый год уже живу вот в Москве, например, и все, дождь идет и идет по этим бетонным плитам. Ну, какая-то и зебра полосатая. Вот так звучит ваше возмущение. Это не конструктивно, не разрешайте себе так думать, потому что вы таким образом не понимаете реальность, вы ее не ощущаете. Просто видите, что происходит, и дальше задавайте вопрос, по-другому формулируйте. Вот спросите лучше так. У нас бизнес-логика размазана по всему коду. Но в конце вы должны говорить не как быть, а как из этого извлечь пользу. Как максимально эффективно в этой ситуации для меня действовать. Но вы не исправите ситуацию. Зебра не будет одного цвета, она всегда будет полосатая. Вы просто спросите, как это можно, я вам скажу. Ну, можете из нее сделать ковер на стену и повесить, и у вас будет белый шкаф и черная тумбочка. Очень будет хорошо. Так, дальше. Если бы создавал свою компанию, спрашивают меня, то сделал бы небольшую, но эффективную, как Telegram или Steam, или хотел бы построить большое, но более-менее эффективное, как Apple? Ну, конечно, ответ вы сами понимаете какой. Хотелось бы построить большое и эффективное. Я верю в то, что это возможно. Я верю в то, что можно сделать крупную компанию, в которой много людей, и они, тем не менее, эффективно работают. Другое дело, как долго это просуществует, как сложно такую компанию построить. Думаю, что возможно. Сложно, но возможно. И хотелось бы это сделать. Я это вижу как одну из жизненных задач своих. Сделать большую компанию, в которой правильный менеджмент, в которой работают люди, которым комфортно работать, которые не ненавидят свою компанию, не ждут зарплаты, не терпят, как это происходит практически во всех корпорациях крупных, а которым нравится, которые с удовольствием приходят на работу, и для них каждый день, проведенный в этой компании с этими проектами, для них это в радость. Это, конечно, был бы идеал. Но для этого нужно тотально уничтожить всех менеджеров, вообще убрать, и вместо них поставить компьютеры и поставить строгие, понятные правила управления. Потому что каждый менеджер – это бюрократ, каждый менеджер – это коррупционер, некомпетентный, трусливый коррупционер. Вот это так можно описать любого менеджера, который чуть выше, чем лидер 3 человек. Все остальное, все, что дальше по вертикали, это некомпетентные, трусливые коррупционеры. Их нужно тотально уничтожить как класс. Ну, не их физически, а убрать эти позиции из компаний. И на их места посадить компьютеры, вооруженные правилами. Светофоры поставить. На каждом месте менеджера должен быть состоять комплект светофоров, который показывает, сюда можно, сюда нельзя. А этих кукол и попок в костюмах поубирать. Так, как вы считаете, как можно писать что-либо серьезное, не зная, как работает машина и что стоит за абстракциями? Да можно писать, а как чат GPT пишет? Он же не знает вообще ничего ни о чем и пишет. Подбирает просто, так же и человек. Подбирает, только быстро, как чат GPT. Мы же так же часто действуем. Не зная, что там внутри, но просто запомнили, как должно работать.
И я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что все программисты должны прямо знать полную вертикаль выполнения того, что они пишут, начиная от команды на языке Visual Basic и заканчивая командой, и заканчивая транзисторами, по которым течет ток, чтобы эта команда выполнилась. Вы вот, например, спрашиваете, знает ли он до самого, как работает машина. А вы знаете, как транзисторы работают внутри процессора? Вот вы архитектуру процессора знаете внутри x86, что там как устроено? Я уверен, что не знаете. Вы на материнской плате представляете, что размещено? Как шина данных устроена, шина памяти? Куда там эти сигналы двигаются? Вы, если вам открыть и разобрать материнскую плату, вы поймете, где что находится и зачем? Думаю, что нет. И так многие из нас. Я тоже нет. Я не пытаюсь сказать, что я в этом понимаю. Тоже. Но я там могу как-то представить из каких-то блоков высокоуровневых, из чего может состоять CPU. Но совершенно и то. Это мои знания касаются x86, а не современных 86-го, а не современных Intel процессоров, в которых какие-то миллиарды или триллионы этих транзисторов. Нужно ли нам это? Нужна ли нам такая детализация? Наверное, нет. Нам достаточно того уровня абстракции, на котором мы находимся. И мы же шли к этому как человечество, как цивилизация. Шли к более высоким уровням абстракции. Мы начинали с того, что каждый системотехник, каждый даже не программист, тогда их еще таких не было, прям программистов, но каждый, кто работал с компьютерами, он, конечно же, склеивал компьютер сам себе. Я помню, что я начинал с кружка программирования, и когда я туда попал, то одно из первых заданий было, это мне нужно было собрать компьютер для себя. Нужно было купить процессор, где-то там найти его, тогда он был, в магазине он не продавался, нужно было искать, где его взять. Это еще были даже не 90-е, а 80-е годы. Нужно было паяльник взять, нужно было плату развести. Кто-то из вас помнит, как разводились платы? Разводились платы, то есть бралась плата с металлическим покрытием, потом на ней вытравливались дорожки, потом туда впаивались эти микросхемы, и можно было при пайке что-то повредить, потом они впаивались новые. Это целая была история. И потом, только после этого, первую команду можно было этому процессору дать. Не было возможности купить компьютер, нужно было его склеить сначала, собрать. И нужно было понимать, куда движется сигнал электрический, от какой ножки, какого процессора к какой микросхеме на плате. Потом мы ушли от этого. Мы все это собрали в одну коробку и сказали, окей, дальше я только программист. Я вот только на ассемблере умею писать. Я команды даю, а там как эти команды уже добираются до микропроцессора, я про это уже и думать не хочу. Потом появился новый, следующий язык, следующего уровня, C или какой-нибудь Fortran. Мы поднялись выше. Потом пошли еще выше. И сейчас у нас просто чат GPT. Мы ему туда кнопкой нажимаем, а он все делает. Так. Выглядишь уставшим, мне говорят. Может быть. Я же вам говорю, сегодня я решил взять день отдыха. И действительно, может быть, я сегодня немножко сонный, потому что поспал. Как я отношусь к университету Плеханова? Стоит ли туда идти на заочку, на прикладную информатику? Не знаю, у меня нет опыта с этим университетом совсем. Я бы, может быть, лучше вышку выбрал, если есть возможность выбирать. Так, спрашивает Никита, могу ли я подсказать материалы с качественной критикой моих взглядов по ООП? У меня есть на моем блоге страничка, касающаяся книг, а там есть страничка, касающаяся книги Elegant Objects. Вы ее нажмите, и там есть список ревью, список отзывов на мою книгу. И в том числе там есть и негативные. Я собираю все отзывы, и негативные, и позитивные. И там есть критика. И есть, в принципе, авторы, которые критикуют неплохо. Есть, конечно, которые просто ругань всякую пишут. Но есть те, которые толково критикуют. Почитайте, вполне себе она существует. Это самая критика. Главная ее суть критики моих мыслей про ООП состоит в том, что эти абстракции избыточны. Я же предлагаю все представлять в виде объектов и над каждым объектом внимательно думать и делать так, чтобы объект был таким живым организмом, подходить к нему, антропоморфизировать объект, представлять, что перед вами живое существо.
У него есть задача, жизненные цели, жизненные предназначения, у него есть рождение и смерть. И вот такие философские концепции наклеить на Java-объект. И это многих раздражает. Они считают, что это избыточно и непонятно зачем. Но мне нужно просто взять JSON документ из REST API и отправить его в базу данных. Какой здесь жизненный цикл? Какая философия бытия? Этого всего не должно быть. Зачем ты это придумываешь? Спрашивают меня эти кодеры. Ну и ответить мне тут... Дальше ответы, они только в плоскость философии переходят. Я им говорю, вы знаете, если вы будете мыслить так, как я рекомендую, то программирование ваше станет более приятным занятием для вас. Ну а здесь уже никаких метрик не введешь. Ты не докажешь это. Он скажет, нет, не станет. Мне и так приятно, допустим. Все. И он 25 лет так программирует, как он раньше программировал. В процедурном формате у него одни статические методы, объекты у него это временные просто структуры данных, в которые он складывает что-то. Причем он складывает просто, ему некуда сложить, он складывает сюда. У него объекты содержат по 40 атрибутов, и его это устраивает, потому что у него там всего, может быть, 5 объектов на всю программу. В программе строк там 40 тысяч, у него 5 объектов. И в каждом по 40-50 атрибутов, по 100 атрибутов. Ну, он не знает, что такое ОП. Он знает, что такое класс, он знает, что такое объект, он знает, что такое там полиморфизм. Но он просто не использует это все, он использует их как хранилище. И я так тоже когда-то программировал. И тут я к нему прихожу и говорю, а давай мы вместо твоих 5 объектов сделаем 55 объектов. И разложим твои атрибуты так, чтобы их было по 2, по 3 в каждом объекте. И он такой, зачем? Это что нам даст? Быстрее будет работать программа? Я говорю, нет, будет медленнее работать. Так. А файлов у меня будет меньше? Нет, я ему говорю, будет больше. У тебя сейчас их там 20, а у тебя будет 200 файлов. И он говорит, ну... Я говорю, и ты получишь удовольствие от программирования. И он говорит, ты в своем уме? Мы так пишем уже 25 лет. Мне нормально так. И все. Дальше невозможно дальше аргументировать, потому что это вопрос веры. Ну, он либо поверит, как в Иисуса, либо не поверит. И я его не смогу убедить в том, что где-то там, далеко, дальше, через 5 лет его практик таких правильных объектно-ориентированных, он придет к какому-то ощущению, что его программа ему станет более понятной, и у него появится удовольствие от программирования, и у него появится любовь к своей профессии больше, чем она была раньше. Это все, такие разговоры на уровне обращения в другую веру. Так, и они не заходят. Так что они хорошо заходят молодым программистам. Так вот опыт показывает, что Elegant Objects ложится на мозги молодежи, которая готова переключиться. Я мало видел таких матерых уже скуфов, которые бы в 40 лет говорили, ты знаешь, я действительно понимаю, нужно переключиться, я все это пересмотрел и теперь программирую по-другому. Этого, если и случается, то редко. Дальше. Пришел в команду, пишет нам Егор, где техлид абсолютно некомпетентен и выполняет работу на отвали. Что посоветуете делать, кроме ухода из команды? Я уже сказал до этого, что в принципе любой менеджер это некомпетентный трус. Он некомпетентен и труслив. Это его 2 главных качества современного менеджера. Он не знает, что вы делаете, он не программист и не хочет им быть. Он, если и был им, то он вырвался из этого. Наконец-то. Он ненавидел свою работу, как многие программисты. Ему, чтобы баги не фиксить чужие, не копаться в чужом коде, он сделал ставку на менеджмент, на вылизывание начальства, облизывание. И у него получилось. И он туда попал. И тут вы ему говорите, разберись, посмотри, что мы делаем, у нас тут технические проблемы. Он терпеть вас не может, и все ваши проблемы вместе взяты. И плюс он ленивый, трусливый, то есть. Потому что позиция эта для него шаткая. Если вы себя чувствуете более уверенно, как программисты, потому что вы найдете себе работу. Технические люди нужны везде. Люди, умеющие чинить канализацию, они всегда будут при работе. Всегда, потому что канализация будет всегда ломаться. А вот те люди, которые руководят теми, кто канализацию ремонтирует, это вопрос еще как посмотреть. Нужны они будут, выгонят их, уволят их, они взаимозаменяемые.
То есть любой менеджер – это, в общем-то, расходный материал. Его можно поменять на такого же другого руководителя, и, в общем-то, ситуация не изменится. Собирая эти два их качества, мы понимаем, что он действует как нормальный менеджер. Вы перейдете в другую команду, там будет то же самое примерно. Ваша задача просто научиться для себя находить правильное место в любой команде. Находить для себя выгоду в любом коллективе, который практически всегда будет возглавляем таким вот менеджером. Делайте, я вам говорил миллион раз, делайте свои open source проекты, делайте свои не open source проекты, пишите свои какие-то книги, сочиняйте свои какие-то работы, будьте сами по себе вне вашей команды какой-то ценностью. Сами для себя вы должны сформировать понимание того, какую вы представляете ценность для человечества, для цивилизации. Ну, может быть, возьмите меньше, для Computer Science, возьмите еще меньше, для Java Community, возьмите еще меньше, для Spring Framework Community, если вы на Spring пишете. И туда давите, там формируйте свою ценность. А внутри вашего коллектива, да гори оно огнем, на отвали он выполняет, и вы на отвали выполняете. Смотрите, как он делает, смотрите, как у него настроено, что он хочет. Он хочет, чтобы было на отвали, и вы точно так же. Все. Не цепляйтесь за это место, не пытайтесь оценку, которую вам дает этот коллектив, эта команда, воспринимать как абсолют. Будто бы это вы такое и есть. Но никакого уважения к менеджменту у вас не должно быть. Вот к чему я вас призываю. Понимаете, что это просто временные куклы, сидящие на этих местах. Не пытайтесь с ними даже коммуницировать на серьезном... слушайте, что они говорят, кивайте, саботируйте, идите занимайтесь своим. Все. Вы так будете здоровее, и им так будет лучше. Они этого же и хотят. Они не хотят, чтобы вы их воспринимали всерьез и приносили к ним какой-то код и спрашивали у них технические вопросы, им задавали, и еще и просили консультацию и делились с ними техническими. Вы для них как канцтовары, вы для них просто как биоматериал, из которого они строят себе карьеру. И вы к ним также относитесь встречно, чтобы у вас была взаимная любовь и взаимное понимание. Вы для них канцтовары, так и они для вас такие же канцтовары. Ваши реальные коллеги, это горизонтальные контакты, это ваши программисты, сидящие рядом с вами. Вот с ними контактируйте. Это те люди, которые заслуживают внимания, для вас должны заслуживать внимания. И на вас они обращают внимание. А лучше всего, если будут горизонтальные связи по индустрии. Будьте в комьюнити, в сообществе, смотрите на других Java-программистов, на чем вы программируете. Но менеджмент нет. Им тотальный бойкот и саботаж. Какой операционной системой я пользуюсь, у меня спрашивают. macOS я использую, но она становится с каждым годом все хуже и хуже. Вы видите, у нас сегодня дважды отключалась то камера, то этот стриминг, то OBS. Вот вам операционная система. Но это лучшая операционная система, которая сейчас есть. Есть еще Linux, да, Ubuntu и все остальное, но они, мне кажется, не подходят для лаптопа пока. Для сервера, конечно, хороши они, но для лаптопа no. И те, кто ими пользуется, мне их немного жаль. Мне все-таки кажется, что для рабочей станции это должен быть MacBook и macOS на нем. Других альтернатив я не вижу в текущий момент. Так, что я могу посоветовать пошедшему по моим стопам в преподавании, айтишнику? Посоветовать? Уже в прошлый раз, по-моему, у меня что-то такое спрашивали. Я советовал, воспринимайте ваше преподавание не как работу, которую вы направляете к конкретным студентам. Не преподавайте конкретной группе людей. Не учите студентов, которые перед вами. Вы разочаруетесь. Потому что 99% из них это люди, которым вы совершенно не интересны. Со своими знаниями, со своим предметом. Они не хотят вас слушать, им это не нужно. Им нужно либо в армию не пойти, либо маме понравиться с этим дипломом, либо кому-то принести работодателю диплом. Вы им вообще не интересны, и ваша информация. Преподавайте комьюнити. Записывайте свои лекции live, не live, записывайте их в записи, преподавайте в открытом режиме, в режиме трансляции.
Используйте просто тот вуз, куда вы пошли преподавать, как площадку, которая вам помогает ваш контент выносить дальше на всеобщее обозрение. Но если вы останетесь преподавателем внутри одного вуза и будете этим группам что-то рассказывать, вы сами деградируете очень быстро. И потеряете интерес и превратитесь в одного из этих преподов, которых сотнями в университетах, которые ничего умного не рассказывают, одни и те же лекции читают десятками лет, к ним скучно ходить, их никто не слушает. Я сам был у таких, учился, и сам такое иногда бываю, и чувствую, что я в это могу превратиться, и стараюсь этого избежать. А как этого избежать? Только получая более здравую оценку своего труда из внешнего круга, а не от этих вот 30 бездельников, которые пришли от армии косить. Так, дальше вопрос. Я пишу автотесты, они такие прекрасные, но команда не горит желанием пользоваться автотестами. Что делать? То есть вы, видимо, автоматизируете ручные процедуры тестирования, и команда, которая тестировщиков, она не хочет запускать то, что вы напрограммировали. Но это грустно, конечно. Это грустно, и это ваша проблема. Это значит, вы как-то не дорабатываете. Что-то вы, значит, сделали так, что им неудобно. Вы клиенту своему, а это ваши клиенты, не можете продать свой продукт. Это как сказать, вы знаете, я вырастил клубнику, а что-то люди не горят желанием ее покупать. Я вот стою вот у метро и не покупают мою клубнику. Ну, что нам сказать? Ну, наверное, люди тут не виноваты. Виноваты вы. Или цена высокая, или клубника грязная, или она мелкая, или она невкусная. Ну, что-то с собой сделайте. Так и с этими тестами. Дайте им больше документации, дайте им скрипты попроще, дайте им упрощайте. Работайте с ними как с клиентами, продавайте им это. Если он не покупает, ну, крутитесь, ищите способы продать лучше. Плохой вы, значит, продавец или плохо сделали. Так. Игорь спрашивает, как бы вы искали для себя интересные проекты, если бы решили сменить текущую работу на другую? Ну, трудно это, сложно искать хорошие проекты. Я очень благодарен судьбе, что я попал туда, где я сейчас работаю, в Huawei, и мне не нужно искать другие проекты. Это большая компания, в которой очень много вариантов внутри. Можно всегда найти внутри что-то интересное. И при этом компания ориентирована, в той части, где я нахожусь, на R&D, на Research and Development, а не только на Development. Где еще можно найти в России подобные позиции, я не знаю, не уверен, что это так легко. Точнее, они есть, но их не так много. Не так, чтобы меня там сидели и ждали с employment offer. Как бы я их искал? Думаю, что за границей бы искал. Так мне кажется. Или, может быть, не уезжая за границу, но удаленно. Искал бы где-нибудь в Европе, в Америке. Там все-таки есть такие проекты. Здесь, мне кажется, у нас их мало, и как будто бы их становится меньше, такое ощущение. Как-то про R&D я немного слышу о том, чтобы все больше и больше создавалось ресерч-институтов, чтобы появлялись новые конференции исследовательские, чтобы все это делалось на мировом уровне. У нас этого то ли нет, то ли очень, очень далеко до уровня Европы или Америки. Вы пьете вино? Нет, я вообще не пью и никогда не пил и не курю. Я против допингов любого вида. И вам тоже, если могу дать совет, то рекомендую. А, пьете ли вы пиво, вы спросили. Я ни пиво, ни вино, ни водку, я ничего не пью. Так. Ну, давайте заканчивать потихоньку. Мне кажется, мы тут на все уже ответили, самое главное. Хотя, конечно, вопросов всегда больше, чем времени. Как вы относитесь к пикаперам? Ну, давайте на этом вопросе и закончим. Как вы относитесь? Почему-то у нас вопрос отношения между полами всегда остается в конце. Антон спрашивает, как вы относитесь к пикаперам? Это вымирающий вид или способ найти женщин везде, даже в Силиконовой долине?
Я к ним спокойно отношусь. Точнее как, я не думаю, что я отношусь к пикаперам. Я не могу сказать, что я знаю их техники. Хотя что-то такое когда-то давно читал и понимаю, чему они учат. Думаю, что это... Нет у меня негатива к людям, которые пытаются сделать из процесса знакомства с противоположным полом некую науку. Или даже, можно сказать, некую профессию. Почему нет? Мы из программирования сделали профессию, когда-то это было искусство. Так и из этого пикапа можно сделать тоже что-то такое, что подчиняется определенным правилам. Если делать вот это, то будешь приходить к результату быстрее. Если будешь делать не это, то у тебя будут проблемы и результата будет меньше. И в большинстве случаев это работает. В большинстве случаев они правы. И их техники пикаперские, они вполне себе дают правильный результат. Потому что люди, в принципе, по большому счету, все одинаковые. Все мужчины, в принципе, одинаковые, и все женщины, в принципе, одинаковые. Я имею в виду, в принципе, то есть, на высоком уровне абстракции. Безусловно, там детали отличаются, но, в общем-то, мужчины все хотят одного и того же, и женщины примерно хотят тоже все одного и того же, не того, чего хотят мужчины. И вот склеить одно с другим, нужно понимать механизм склейки. Если вы будете действовать исключительно по воле чувств, исключительно на интуиции, исключительно на интуитивном желании, вот вам понравилась девушка, и вы как теленок, слюни текут, слов не может подобрать, путается в шнурках своих, подойти не может, слова не может вымолвить. В кино у вас получится, да, в кино это можно показать такую сцену, и потом она в конце фильма приведет к счастливому бракосочетанию, но в жизни не приведет. В жизни на вас посмотрят без интереса, и все закончится. А если вы перед этим подготовитесь, много пройдете, много повторений сделаете одного и того же, и поймете, что действовать нужно так, а не так, то у вас будет легко, и вы в итоге с большей вероятностью найдете себе подругу жизни или друга жизни. Это может быть в обе стороны пикап. Чем если вы будете просто каждый раз действовать исключительно на эмоциях, на чувствах, думая, что любовь – это то, что загорается где-то в космосе и спускается к вам с неба и озаряет вашу жизнь, и вот она на всю жизнь одна. Это в кино так. В реальной жизни совершенно не так. Женщин очень много. Вы почему-то с одной из них в итоге остаетесь на долгое время. Почему с этой? Не потому, что судьба так решила, а потому что вы просто умели подойти к этой. А к другим вы не сумели подойти. Другие вас отшили или вы их отшили. Другие вам по каким-то критериям не получилось с ними познакомиться. То есть я считаю, что здесь механики и инжиниринга 90%, а 10% некой симпатии или химии, как сейчас говорят, но 10%. 90% это техника, это просто вполне понятные действия, по которым вы должны проходить и получать то, что вы хотите. Не значит, что вы должны получать, как пикаперы, там, каждую неделю с новой женщиной он встречается. Вы можете поставить себе цель найти себе жену, но даже для нахождения жены техники пикапа, они вполне вам помогут, потому что вы в итоге найдете не ту, которая все-таки согласилась на ваше вот эти мямление, которое вы там в виде предложения формулировали, согласилась на него, а вы сумели подойти, не знаю, к 7, и из них одну как жену выбрали, и теперь у вас счастливый союз. Но вы с 7 из них смогли поговорить, нормально поговорить, подойти, не испугавшись, не потеряв дар речи при этом. Вот пикап вас этому и учит, чтобы вы могли спокойно эту технику применить несколько раз, в итоге выйдя на тот вариант, с которым у вас зажжется любовь. И уже эти 10% вступят в завершающую стадию, и вы будете счастливы. Так, все. Я вас благодарю. Мы сегодня подольше пообщались. Прошу прощения за сбои со связью. Увидимся в следующую пятницу в 6 часов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вопросы на ВК мы сегодня, как обычно, проигнорировали. Я за это прошу прощения, но у нас на YouTube слишком много людей. Поэтому вот